Холодной зимней ночью молодая женщина помогает бездомному мужчине и забирает его домой, чтобы он не замерз насмерть. Но когда он выходит из ванны, молодая женщина падает в обморок, увидев это. Холодным зимним вечером Мэри, 27-летняя молодая женщина, прощалась со своими родителями после теплого визита. Поскольку ее машина была в мастерской, ей придется возвращаться домой пешком. На прощание ее пожилой отец сказал с ностальгией в голосе: «Ночи, подобные этой, напоминают нам о том, что произошло». Девушка кивнула в знак согласия с грустной улыбкой на губах, прежде чем уйти. Дом ее родителей находился недалеко от ее дома, но снегопад мог быстро превратить простую прогулку в трудное путешествие. Завернувшись в свое теплое пальто, Мэри отправилась по улице, наблюдая за проносящимися мимо машинами и людьми, спасающимися от холода. Погруженная в свои мысли и воспоминания, Мэри не заметила перед собой препятствия. Внезапно она споткнулась обо что-то мягкое. «Ой!» — закричал кто-то слабым голосом. Удивленная и встревоженная, Мэри быстро наклонилась, чтобы посмотреть, что произошло. Из-за снега, который уже начал скапливаться по углам тротуаров, она не заметила бездомного, свернувшегося калачиком под небольшим одеялом. Одеяло уже побелело от снега, что делало его почти невидимым в окружающем мире. «О, Боже, простите, я вас не заметила!» — воскликнула молодая женщина в ужасе от того, что случайно наступила на мужчину. Когда бездомный немного пришел в себя, у девушки сжалось сердце при виде его состояния. Он был грязный, с нечесанными волосами и измятой бородой. На пронизывающем холоде он выглядел как фигура, забытая миром. Бездомный посмотрел на молодую женщину и слабым голосом заверил ее, что с ним все в порядке, пытаясь снова укрыться тонким одеялом, которое едва защищало его от сильного холода. Мэри, чье сердце было разбито этой сценой, не могла не беспокоиться за эту душу, лежащую там в одиночестве. Женщина знала, что мужчина не может провести ночь на улице, особенно в одну из самых холодных ночей зимы. «Сэр, с вами здесь все будет в порядке? Я слышала в новостях, что сегодня ночью будет очень холодно», сказала она с беспокойством в голосе, полным сочувствия. Бездомный, пытаясь сохранить достоинство, сказал: «Все в порядке, мисс, не волнуйтесь. Со мной все будет в порядке». Но внезапно громкое урчание в животе прервало разговор, выдав его голод и недоедание. Звук был настолько громким, что стало ясно, что он не ел несколько дней. Молодая женщина, движимая чувством человечности, которая всегда руководила ею, поняла, что должна что-то предпринять. Она, даже не раздумывая, сказала: «Пожалуйста, сэр, вы можете переночевать у меня дома. Вы голодны, и я приготовлю вам горячего супа». Мужчина, немного удивленный предложением, подозрительно посмотрел на нее. «Зачем тебе помогать мне?» — спросил он, заглядывая ей в глаза в поисках признака искренности или фальши. В конце концов, будучи бездомным, он слишком хорошо знал, какими злыми могут быть люди. Никто никому не помогает бесплатно, так он всегда думал. Затем Мэри представилась, рассказав ему о своей волонтерской работе в церкви и о том, что она всегда считала помощь другим своей жизненной миссией. Она говорила с такой искренностью и убежденностью, что в глазах мужчины засиял огонек доверия. «Кроме того, вам не помешало бы принять теплую ванну. Пожалуйста, пройдемте со мной. Я буду рада приветствовать вас дома сегодня вечером», сказала девушка, испытывая почти необъяснимое желание помочь незнакомцу. Она знала, что поступает правильно, хотя что-то внутри нее, казалось, подталкивало ее к этому доброму поступку. Это было странное чувство, как будто судьба привела этого человека на ее путь по какой-то особой причине. Эта молодая женщина никогда бы не подумала, что этот простой жест доброты вот-вот раскроет тайну, которая навсегда изменит ее жизнь. Бездомный принял приглашение и начал под снегом разыскивать свои вещи. «У меня дома есть одежда моего брата. Она будет отлично смотреться на тебе», — весело сказала Мэри, когда они вместе зашагали по заснеженной улице. По пути мужчина представился и выразил глубокую благодарность. Бедняга был явно тронут, и выражение его лица резко изменилось. Казалось, что жизнь внезапно дала ему второй шанс, совершив неожиданное чудо в ту холодную ночь. Генри рассказал Мэри о том, как он смирился с тем, что считал своей неизбежной судьбой. «Знаешь, лежа там под этим одеялом, я так сильно дрожал, что подумал, что завтра я не проснусь, и мне даже не будет больно». Его голос был полон эмоций. Мужчина размышлял о том, как полностью изменилась его жизнь с тех пор, как на него наткнулась эта женщина.
Это был почти невероятный поворот в его жизни. «Я не знаю, как тебя благодарить, Мэри. Никто никогда не делал того для меня», — сказал Генри, и в его голосе звучала благодарность. Когда они подошли к дому молодой женщины, она встретила его очень тепло. Мужчина был поражен, когда вошел в дом, для него это было совершенно новым впечатлением. Он никогда не был в подобном месте. Ночи он всегда проводил на улицах и в переулках. Эмоции бездомного были беспримерны. Он огляделся по сторонам, впитывая каждую деталь дома, каждый звук в уютной атмосфере. Оказаться в настоящем доме, вдали от холода и одиночества улицы, казалось ему мечтой. Мэри, заметив восхищение и радость Генри, сказала, что пойдет и принесет полотенце и одежду брата для него. «Не стесняйся, прими горячую ванну, пока я готовлю ужин», предложила она, желая хоть немного утешить своего нового друга. Мужчина, на усталом лице которого появилась улыбка, почувствовал прилив счастья. Мысль о том, что он, наконец, сможет избавиться от грязной, неухоженной бороды, которая покрывала его лицо по прошествии многих лет, была почти невероятной. Он принял одежду и полотенце с огоньком в глазах, благодарный Мэри за каждый добрый жест. Пока Генри наслаждался ванной, девушка занялась приготовлением супа на кухне. Она почувствовала неподдельное счастье от того, что может помочь кому-то так непосредственно. Мэри всегда занималась благотворительностью, но принять бездомного в свой дом было для нее новым и особенным опытом. Когда она, наконец, закончила накрывать на стол, то услышала, как открылась дверь ванной. Однако в тот момент, когда мужчина вошел в кухню, Мэри была парализована. Перед ней стоял совершенно изменившийся, неузнаваемый мужчина, так не похожий на бездомного, которого она встретила. Генри выглядел совершенно другим человеком. Глаза Мэри были широко раскрыты и полны слез. Казалось, она была на грани обморока, совершенно потрясенная преображением Генри. Но была и другая причина. Девушка подошла к мужчине, положила руку на его лицо, которое теперь было чистым и гладким, и безудержно заплакала. «О, Боже, Дэвис, ты жив!» — всхлипнула она, крепко обнимая его. Бездомный, все еще пребывающий в замешательстве, почувствовал, как вихрь воспоминаний вторгся в его сознание. Туманные образы и забытые чувства начали всплывать, принося с собой понимание чего-то глубоко личного и удивительного. «Я так и знала. Я знала, что ты жив. Я всегда говорила, что все еще чувствую тебя». Мэри кричала сквозь слезы, прижимая его к себе так, словно никогда не хотела отпускать. Оказалось, что неожиданная встреча Мэри с бездомным мужчиной, который теперь оказался никем иным, как ее пропавшим братом-близнецом Дэвисом, стала почти невероятным завершением истории. Почти 7 лет назад, когда брату и сестре было всего по 20 годам, они оба учились в колледже и приняли участие в студенческой экскурсии, чтобы отвезти припасы в маленькие деревни. Во время суровой зимы шел сильный снег, и казалось, что он вот-вот поглотит все и вся. В деревне. Они раздавали одеяло, одежду, горячие супы, медикаменты и многое другое. Это было радостью для общины, которая чувствовала себя незабытой. И близнецы разделяли эту радость. Они всегда занимались благотворительностью и любили видеть улыбки на лицах людей. Но на обратном пути их жизнь кардинально изменилась. Автобус, в котором они ехали, ехал по извилистой дороге в труднодоступном районе и попал в ужасную аварию. Водитель не смог вовремя повернуть, и шина соскользнула с покрышки на обледенелой дороге. В итоге они упали во враг и перевернулись. Несколько студентов получили ранения, и 2 из них трагически погибли. Водитель и Дэвис, по крайней мере, они так думали. В момент аварии он был выброшен из автобуса. Тело молодого человека так и не было найдено, что повергло его семью в глубокую агонию. Родители близнецов сделали все, что было в их силах, истощили свои финансовые ресурсы и наняли следователей в надежде найти хотя бы тело своего сына для надлежащего прощания. Они занимались этим годами, пока однажды не сдались и не смирились с мыслью, что больше никогда не увидят своего мальчика. Но Мэри в глубине души всегда чувствовала, что ее брат все еще жив. Это чувство сохранялось в течение следующих 7 лет. Семья не знала, что на самом деле произошло с Дэвисом после аварии. Его выбросило из автобуса, и он потерял сознание. Когда он очнулся, он был дезориентирован, одинок и ранен. Не помня, кто он такой и откуда родом, парень бесцельно бродил, следуя течению реки, пока не добрался до соседнего города. Поскольку у него не было документов, удостоверяющих личность,
и он был совершенно сбит с толку, ему пришлось жить на улице. Прошло некоторое время, прежде чем ему удалось присоединиться к другим бездомным, которые приняли его в свою группу. Мужчины, осознав, что у него амнезия, сжалились над парнем и дали ему имя Генри. Следующие 7 лет парень провел бездомным, переезжая из города в город в поисках еды и подаяний. В тот год зима была более суровой, чем обычно, и многие из его уличных друзей замерзли насмерть. Молодому человеку было грустно каждое утро переживать эту потерю. Он и так был очень потрясен и знал, что его время настанет раньше, чем он мог предположить. Итак, Генри, уже несколько раз переезжавший с места на место, оказался в том же городе, где жила его семья. И в какой-то момент судьбы или стечения обстоятельств, когда он уже смирился с концом своей жизни, его сестра Мэри наткнулась на него. Воссоединение Мэри с ее братом-близнецом было смесью печали и радости. Сидя за столом и наслаждаясь теплым супом, который приготовила девушка, она начала рассказывать ему о том, что произошло за годы его отсутствия. Дэвис слушал как зачарованный, и каждая деталь открывала ему немного больше о его утраченной личности. На следующий день Мэри и Дэвис отправились в дом своих родителей. Сцена воссоединения была неописуемо эмоциональной. Увидев своего пропавшего сына, родители чуть не упали в обморок от удивления и радости. Несмотря на радость от воссоединения, все понимали, что Дэвису потребуется время, чтобы полностью восстановить свои воспоминания и адаптироваться к семейной жизни. Однако он чувствовал себя невероятно счастливым от того, что наконец-то у него появилась семья и дом, о чем он никогда не думал, когда жил на улице. Со временем молодому человеку, которого сопровождали терапевты, удалось полностью восстановить свои воспоминания и свою жизнь. Он вернулся в колледж и стал очень добрым человеком. Дэвис собрал средства и вместе со своей сестрой открыл приют для бездомных. Это место могло вместить 700 человек, 700 жизней, которым они помогли в темные, холодные дни, подобные тому, из которого он был спасен. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.